Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 24 по 30 июля. Уже последняя неделя второго месяца лета, мои дорогие Козероги. Время летит и мчится. Давайте узнаем, каковы будут подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Карты нам не расскажут о личной истории каждого. Но я надеюсь, какой-то ваш внутренний инсайт вы определенно получите, если соединить нашу интуицию и образы карт, которые нам хотят явно что-то сказать. И первую карту мы, что важно знать, вот с таким вопросом достаем. Что будет в приоритете для вас на этой неделе? Может быть, больше всего придется заниматься или уделить внимание. Что важно знать? Чего не избежать? Или возможные неожиданности? Чему сейчас не время или что нам может помешать? А что нам будет помогать? И мы достанем, мои дорогие козероги, одну карту, мы ее назовем «Что от меня скрыто?». Имеется в виду, на что мы можем не обратить внимания или не придать значения. Это не искусственно кто-то от нас скрывает, а это именно где-то, наше внутреннее состояние души. Но мы можем так на полном ходу мимо чего-то либо пройти, либо не придать значения. То есть вот такой момент. И по основным сферам жизни: дела, работы, бизнес. Что у нас с денежками, финансы? И что нам про любовь, личная жизнь? Итак, что важно знать? Для кого-то буквально вы не останетесь надолго в том месте, где вы находитесь в данный момент, когда смотрите это видео. Для кого-то планируемый уже был переезд или есть какие-то перемены еще. Это могут быть в любой сфере жизни, либо у вас на работе. Даже это старший аркан. И это не то, что мы инициируем, а это какая-то обстановка, обстоятельства, которые складываются таким образом. К примеру, меняется руководитель, меняются законы, какие-то приказы или порядок, или график работы. Что-то тут меняется. Но я бы сказала, тут более грандиозное, чем график работы. Все-таки это старший аркан. У каждого свои перемены. Это может быть связано с какой-то информацией, новостью, может быть, да. Может и сложиться такая обстановка, когда мы не планировали поездку, а нам придется ее совершить. Или будет что-то на повестке дня стоять важное, когда нужно уехать и решить какой-то вопрос именно в том месте, где либо он возник, либо где есть конкретный человек, или нужно что-то увидеть. Но, безусловно, эта карта нам говорит два момента самых важных. У нас происходят перемены. По сути, это карта перемен. Причем таких, знаете, стремительных, которые могут ворваться буквально в нашу жизнь. Почему я говорю, это может быть и с новостью. Но здесь надо быть внимательному. И не пытайся удержать все то, что для тебя не имеет значения, нам говорит карта. И встречай все новое, что приходит на твой порог. Что-то старое должно безвозвратно как будто уйти и освободить место для каких-то других энергий. Хотя, я бы сказала, 23 числа к Меркурию будет присоединяться в июле черная луна или лилит. И здесь, знаете, могут быть такая вот, как много информации, так могут быть и фейки. Или могут нас специально где-то уводить от какой-то правдивой информации, может быть и неумышленно. То есть, в принципе, анализировать то, что нам говорят, определенно стоит, но не включаться в какой-то вопрос, а вот так очень хладнокровно оценить, можно этому доверять или нет. Сами по себе вокруг вас какие-то перемены тоже могут быть, что-то меняется, мы на это не влияем. Но надо сказать, я люблю эту карту, ведь в некоторых колодах Таро это карта успеха и удачи, поэтому тут как будто не прогадать, не пропустить что-то свое тоже будет важно, мои дорогие козероги. Руку на пульсе определенно держим. Чего не избежать? Неожиданного предложения, правда, какое-то может быть. Причем в контексте того, что мы не собирались делать. Или нам это может не понравиться, или мы можем подумать, какая-то ерунда, или не придать значения, правда.
Может накатить, конечно, и апатия какая-то, хандра, как усталость, например, почему нет, и этого мы тоже не избежим. Но вот, наверное, к информации, вот все то, что я сейчас сказала, мы как будто этого не избежим. Даже того, что для нас на первый взгляд, знаете, вот когда мы говорим фразу «этого не может быть», да, ну вот это как раз может быть, а для кого-то это будет все-таки для вас какие-то возможности. Тут ведь по четверке, именно в этой колоде карт, по четверке кубков, нужно увидеть какую-то возможность, ее примерить словно на себя, от чего-то не отказаться, может быть, из-за своих стереотипов. Вот примите во внимание. Чему сейчас не время? Вообще тройка кубков это праздник. Сам по себе радость, восторг, вот такие прекрасные чувства, но как будто не время. И значит, праздник у нас ведь бывает, когда мы итоги подводим, но, видимо, пока итоги не подведем, нам собственные карты об этом говорят. Поэтому сама по себе карта не несет никакого негативного значения. Но какая-то восторженность, если мы говорим, что нам мешает, или чрезмерное воодушевление, вот это может помешать в каком плане? Нам ведь карта старшего аркана колесница выпала. И предполагается какое-то, знаете, свое развитие событий, на которые мы не влияем. А когда мы сталкиваемся с какими-то обстоятельствами, нужно всегда быть предельно внимательному и такому прозорливому, интуитивному, очень словно прочувствовать. Потому что, знаете, как события принимают какой-то свой оборот. С одной стороны, мы на них не влияем, но мы можем что-то с собой сделать, правда? Или мы можем как-то к себе это применить, или для себя как-то использовать. Так вот как? Основной вопрос, он будет заключаться с помощью интуиции, где-то вы можете прочувствовать. Это, знаете, то состояние, может быть, поймать, когда мы говорим, я слышу, как растет трава. Правда, интуиция будет для вас очень важна. А если мы чересчур, ну, где-то так воодушевляемся чем-то, ну, наверное, не очаровывайся, чтобы потом не разочаровываться. Вот об этом нам хочет сказать карта. А что нам помогает? Ну, вот тут нам как раз противоположная энергия, чем воодушевление и помогает. Семерка мечей, где-то карта хитрости, карта манипуляций. Мы о себе много не рассказываем, и это нам помогает. Мы не обнародуем свои планы, это тоже нам где-то помогает. Если в одни двери мы зашли и не решили вопрос, это значит, что нужно зайти в другие двери или к другому человеку обратиться, а не то, что вопрос не может быть решен. То есть какие-то сами по себе альтернативные варианты решения дел, задач, проблем, как-то вот по-другому, с другого ракурса увидеть или с другими возможностями. Но быть очень внимательному. Мы чего-то не должны упустить. И нам помогает, может быть, правильная работа с информацией, когда мы как раз, если мы говорим разношерстная, может быть, информация, с учетом как раз встречи Меркурия с черной луной, вот значит, этот самый фейк мы правильно разгадаем, увидим, но не поддадимся какому-то импульсу, вот это точно. Более взвешенно, определенно. Что от нас скрыто? Восьмерка пентаклей. Работай, у тебя все получится. Самое главное в себе, не сомневаться. Как будто есть возможность, может быть, с учетом изменяющихся условий, построить карьеру, заработать деньги, увидеть в бизнесе новые возможности или заняться каким-то проектом, который тоже впоследствии вам может принести да все что угодно, вплоть до популярности, какой-то, знаете, такой абсолютной самостоятельности, когда вы будете работать сам на себя или сама на себя. Часто ремесленники по восьмерке пентаклей проходят. Это какое-то наше дело или наш маленький бизнес. Так вот тут как раз в рост. Когда кропотливая работа нам приносит как успех, так и материальное вознаграждение. И вот здесь есть такие варианты. То есть где-то карта хочет сказать, деньги есть, деньги будут. Но есть, правда, его величество какой-то, либо случай, либо удобный момент, когда мы для себя сделаем что-то очень добро хорошее, с хорошим таким, ну, заделом на будущее. Вот это тоже важно увидеть. То есть, с одной стороны, понимаете, по колеснице нам вроде бы карта говорит, ситуация будет меняться. Придется где-то жить одним моментом, держать руку на пульсе. Но вот из этих моментов нужно собрать, словно, знаете, красивый букет. Что я могу,
какие возможности у меня будут в последующем, и применить что-то к себе. Одним словом, что-то не прошляпить. По четверке кубков я вот обрисовывала, что на первый взгляд это может быть, ну так, вроде бы и не впечатлило меня. А кто знает, а будущее у этого проекта очень даже весомое. Дела, работа, бизнес. Праздник после победы. Ну, праздник, видимо, будет. После победы точно вы какой-то вопрос решите, но это не должно где-то быть, знаете, через какие-то восторженные эмоции. То есть все равно нас к какому-то хладнокровию возвращают все карты, больше к рационализму, продуманности, какой-то материализму даже, вот тоже бы сказал, да, хотя, безусловно, по этой карте, если у вас были, например, вопросы, которые, как бы и дела, а может быть, документы, и связаны одновременно с вашими детьми, с вашей семьей, вот здесь как раз что-то может решиться очень хорошо в вашей личной жизни, может быть, тоже. И если это было связано с оформлением де юре, да, вот тут тоже у нас как будто получается. Вообще это карта уверенности, это якорь, но это не тот якорь, когда, ну, как на дно упал, а это нет, это новые возможности, опять же, это где-то вдохновение, это где-то наши силы, и когда нам хочется чем-то продолжать заниматься, все-таки жезлы, здесь огненная есть энергия, и поэтому мы действительно, как и сейчас наша позиция крепкая, так и в последующем мы должны это только удерживать, добавлять чего-то и развивать. Многие вопросы вы можете порешать в эту неделю. И финансы, двойка кубков, вообще-то нам тут про любовь, и у кого-то может проиграться, начиная от семейного бизнеса или ваше какое-то ремесло, когда вас поддержит, может быть, ваш супруг или ваш друг, подруга, или вдвоем вы будете что-то тут такое планировать, вполне вероятно. Или это просто финансовая какая-то помощь, но есть взаимопонимание, и словно люди думают, знаете, в унисон, причем без слов друг друга понимают. Шикарная карта, и она нам говорит, что, конечно, в материальных вопросах не будет проблем. С другой стороны, мы можем это как-то увеличить, как-то не совсем думать, может быть, о материальной стороне в то же время, а осуществить какой-то свой важный план или увеличить свои финансы, допустим, решив какие-то вопросы, может быть, в инстанциях, с кем-то договорившись, может быть, это все-таки карта партнерства, диалога. Так вот, тот самый диалог, который тоже, значит, нам поможет, как решить какую-то финансовую либо проблему, либо вопрос, так и увеличить эти самые деньги. Давайте посмотрим в личной жизни аркан влюбленные. Ну, на личную жизнь влюбленные тут, конечно, в первую очередь про любовь, хотя это старший аркан. Знаете, какой-то союз может быть словно благословлен. Уделить внимание вот тем отношениям, знаете, куда вас просит душа. То, что вам греет душу, да, воспоминания, может быть, даже если вы не вместе по этой карте, вы можете быть по какой-то причине, они могут быть совершенно разные, на расстоянии друг от друга, но вот те воспоминания, они как жизненный маяк могут быть для кого-то из вас, и тогда именно как будто ценность нам подчеркивает карта этих отношений. С другой стороны, может быть, по планетарным всем событиям возвращение из прошлого людей. И если это как бывшие, мы говорим, вполне вероятно, тоже могут вернуться и какие-то вопросы, или если была какая-то недосказанность, мы можем вынести на поверхность и что-то спокойно обсудить, прийти к какому-то знаменателю. Благоприятная карта в плане выбора даже, да, и даже если какие-то еще есть у вас тут сложные отношения, но важное решение мы тоже можем принять. Вообще сами по себе энергии этой карты прекрасны. И здесь у каждого по-своему проиграется. Но знаете, опять же, старший аркан, мои дорогие, и значит, вас словно пространство опять будет создавать какую-то историю или какую-то реальность, подталкивая словно, чтобы вы сделали какой-то выбор или приняли какое-то окончательное решение. У кого-то переезд может быть с семьей, или вы съезжаете с семьей. Ну, так или иначе, каким-то положительным переменам есть возможность словно вот перелистнуть страницу собственной жизни и быть счастливым, правда? И на этой неделе вот словно колесо истории даже вот вам будет разворачиваться, давая какой-то приоритет вперед. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.